Водолеи, приветствую вас! Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2022 года. Помогут мне сегодня в этом руническое таро, а также Ленорман с золотой нити. Будем с вами смотреть первый осенний месяц, готовиться к этому событийному ряду, смотреть, что вас удивит, что приятно порадует, а чего нужно постараться избежать. Общая энергия месяца, что ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, надеюсь, вам хорошо видны. Приступим. Общая энергия месяца у вас падает туз мечей. Аркан, который сам по себе говорит и судит о принятии каких-то важных, судьбоносных, молниеносных решениях. Это ситуация, когда вам необходимо расставить точки над «и». И это момент, когда приходят какие-то идеи, которые, знаете, как либо решение каких-то проблем. Знаете, как приходит сама структура, как выйти из той либо иной ситуации. Ну, то есть момент важных, ключевых решений, молниеносных ситуаций. Для кого-то это может быть вопрос обучения, потому что туз мечей у нас отвечает за интеллектуальную деятельность. Сейчас посмотрим. Но нет, здесь, смотрите, у вас дополнительным арканом ложится пятерка чаш. То есть здесь это принимать взвешенные решения. Я сейчас объясню. У кого-то понимать и осознать, что, допустим, вы состоите уже на работе, которая отягощает либо отравляет вам жизнь. Отсекать не нужно. Выходить из токсичных или деструктивных отношений. Либо принимать волевое решение, как избежать опасности, допустим, боевых действий, либо еще каких-то моментов. То есть это брать на себя тяготу, брать на себя ношу, ответственность за себя, за третьих лиц и принимать какие-то ответственные решения, которые помогут вам избежать катастрофических ситуаций. Если мы с вами посмотрим вопросы работы, обратите внимание, у вас здесь ложится аркан мир. То есть у кого-то это завершение старого цикла и начало нового, переход на новый этап. Для кого-то это работа удаленная через интернет, фриланс. Для кого-то это работа за рубежом, либо переезд в другую страну, регион, новое место жительства, в другой город. Помимо всего прочего, это может быть переход на новую должность. То есть для вас отыграться эта карта, она многогранна, может в разном ключе. Смотрим, как будет созвучно для каждой из категорий населения. Итак, для тех, кто у нас, допустим, сейчас не работает, сидит дома, то есть вы пенсионер не работающий, или вы домохозяйка, или вы в декрете. Здесь у вас мир и туз жезлов указывают на идею, на прорыв, как зарабатывать дистанционно, работать на дому, работать через интернет и иметь для себя подспорье, новый источник дохода, новый источник заработка. То есть это, знаете, как воодушевление, возможность раскрыть свой потенциал, свои таланты, свои ресурсы. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто ищет работу, то здесь могу сказать так, по пятерке мечей многих может застать врасплох политическая, мировая ситуация, либо боевые действия, если вы находитесь в горячих точках, в горячих регионах. И здесь нужно вам будет думать не о трудоустройстве, а как о смене места жительства. Принимать волевое решение, чтобы избежать каких-то плачевных ситуаций, плачевных последствий. Если же вы наемный сотрудник, то вот для вас это ознаменуется удачей, потому что мир и туз чаш – это повышение, это новая работа, это увеличение заработка, это новый потенциал, новая возможность. Еще здесь может быть, что вы для себя нашли какую-то работу или вас отправляют на стажировку за рубеж, поэтому для вас здесь крайне позитивная такая вот нота. Если у вас свой собственный бизнес, то мир и императрица – это вопросы процветания. Это доход, это достаток, это известность, но это и желание поставить свой товар, услуги, продукты, знаете, как я говорю, на мировой поток. Либо, то есть, допустим, вы мне скажете, я мастер маникюра, как я могу на мировом потоке зарабатывать? Это могут быть курсы, которые вы можете продавать в записи, это могут быть мастер-классы, благодаря которым вы будете путешествовать по миру, передавать свои знания. То есть для вас это процветание, это достаток и новые возможности, то есть смотрите шире, и вы увидите, какие перед вами перспективы. Если мы посмотрим вопросы заработка, у вас падает аркан справедливость. По принципу, что посеешь, что пожнешь. Сколько приложишь усилий, столько заработаешь. Причем это официальный доход, официальный заработок.
Для многих также это желание легализовать свой доход, если вы работаете неофициально. Это пройти проверки в налоговых, в других инстанциях. Это, знаете, как отвоевать свой доход, если вам там что-то не досчитали или выписали какие-то штрафные санкции. То есть это, знаете, как, может быть, подать апелляцию, как следствие получить здесь дотации, то есть какую-то моральную, материальную компенсацию. То есть карты у вас замечательные. Вопросы здоровья. У вас здесь ложится король пентаклей. Обратите, пожалуйста, внимание на сердечно-сосудистую систему, в частности, на уровень холестерина, либо у тех, у кого склонность к тромбофлебиту, потому что нужно будет над этим вопросом поработать, обратиться к врачу и принимать соответствующие меры. Потому что видно, что здесь нарушен кровоток, может быть склонность к отекам, и в принципе, знаете, такая, как одутловатость тканей. Если мы с вами посмотрим вопросы личной жизни, у вас здесь ложится отшельник. Карта, которая говорит о том, что кто-то будет дорожить своей свободой, а кто-то будет себя чувствовать одиноко в отношениях. То есть у каждого будет разная ситуация, разная стезя. Вот сейчас мы с вами это будем прояснять. Итак, для тех, кто у нас на данном этапе свободен, то у вас отшельник и десятка жезлов, это, знаете, такая многозадачность, успеть все. У вас навалится столько бытовых нюансов, проблем и ситуаций, что вам будет не до отношений. Даже если будут какие-то знакомства, будете пытаться от них закрыться, потому что, знаете, как нет энергии, нет ресурса. И вы будете здесь крайне дорожить своим образом жизни, своей самодостаточностью. Для тех, кто состоит в любовных треугольниках, видите, отшельник и звезда. Осознание того факта, что вы слишком идеализировали своего партнера или партнершу. И как следствие из-за этого ощущаете себя одиноко в союзе. Поэтому может у вас здесь происходить переоценка системы ценностей, и вы можете посмотреть иначе на вашу другую половину и задуматься, а нужно ли вам продолжать отношения с этим человеком. Если же вы в стабильных связях, то, как мы видим, отшельник и шестерка пентаклей – это ситуация, когда вы не ощущаете помощи, поддержки от партнера или партнерши. Как будто вы все тянете в одиночку, все ложится на ваши плечи. Поэтому это, знаете, такое ощущение одиночества вдвоем. Вы пока не готовы к какому-то рациональному разговору, конструктивному диалогу, чтобы расставить эти точки над «и». Вы ожидаете, что партнер или партнерша сами прочувствуют, сами заметят, сами пойдут на контакт, но это не так. Здесь нужна коммуникация, здесь нужно об этом говорить, здесь нужно это обсуждать, потому что иначе ситуация не сдвинется с мертвой точки. И в плане совета и рекомендации, ваша карта, вы здесь собственной персоной, королева мечей. Для женщины, это, знаете, позаботься о себе сама. Помни о том, что ты для себя единственный потенциал, источник силы, мудрости и энергии. Вкладывайте в себя, любите себя, заботьтесь о себе. Знаете, постарайтесь разобраться, что вам сейчас нужно. То есть это, знаете, весь фокус на себя саму. Это акцент сентября. Для мужчин это холодность, расчетливость, проницательность и поддержка. У кого-то общение с психоаналитиком, даже не психологом, а психоаналитиком, потому что здесь человек, который точно по пунктам расскажет, что вам мешает достигать тех либо иных целей, что вас стопорит. Это, знаете, как раскрыть вашу возможность, ваши таланты, посмотреть на себя и свои возможности глазами другого человека. Особенно, если вы пытаетесь себя реализовать в новой нише, в новом ключе. То есть эксперт, который может вас, так сказать, оценить со стороны. Поэтому вот королева мечей – это как раз прибегнуть к услугам такового специалиста и получить какую-то независимую оценку ваших действий, поступков, ваших талантов, вашей экспертности. Потому что это поможет вам как раз сделать новый старт в вашей жизни. И посмотрим неожиданность периода. Какова здесь ситуация? Как мы видим, у нас сложится здесь крест. Мы видим, что у нас здесь солнце. И у нас видим, что всадник. И дно колоды у нас клевер. Но могу сказать так. Крест, солнце, всадник. Это, во-первых, кармическая ситуация. Это избежать каких-то, знаете, как важных моментов. Увечий,
уронов, потому что, видите, крест солнца – это возрождение, всадник – это как своевременно от этого уйти, этого избежать, от этого уехать. Это кардинальные перемены в жизни, потому что это может быть иммиграция, это может быть смена места жительства. То есть это ключевые события, которые повлияют на ваши решения и на ваши поступки. Но помните, что бы вы ни решили или как бы ни происходили события, у вас дно колоды клевер. То есть ситуация, которая повернется вам во благо, даже если она вам кажется проблемной, нерешаемой, или вы не видите, как говорится, свет в конце тоннеля, поверьте, все вам идет во благо, и в самую сложную, трудную минуту вы примете правильное решение. Самое главное, только прислушивайтесь к себе. Ну, а мы весь негатив закроем позитивом. Негатив нам не нужен. Так, поэтому перекроем это все. Картами. Так, не закрываю вашим арканом звезда. Он мне не совсем нравится по подаче прорисовки. А знаете как? Нового вам этапа в жизни, процветания, благосостояния и достижений. Пусть жизнь вас непременно радует. И не только в рамках сентября. Поэтому благословения вам свыше, реализации ваших возможностей и раскрытия вашего потенциала. Искренне от всей души вам этого желаю. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч!